Приветствую вас, уважаемые подписчики и гости моего канала Теплый дом СПБ. В сегодняшнем ролике я расскажу вам, как собрать стропильную систему, как смонтировать на нее гидроветрозащиту, как смонтировать в дальнейшем обрешетку и полностью подготовить подкровельное пространство к монтажу кровельного материала. Итак, вперед, друзья! Итак, после того, как мы выпилили доску длиной 5200 миллиметров, доска у нас 50 на 150, мы ее вдвоем аккуратненько закидываем наверх. Дальше нам потребуется рулетка, карандаш, саморезы 5 на 50, шуруповерт и уголок 105 на 105. Итак, отмеряем 59 сантиметров, берем, для этого нам нужна рулетка, мы ставим отметку. Не забываем, что когда оттягиваем язычок, у нас рулетка немножко сдвигается на 2 миллиметра. Дальше берем, кладем нашу лагу, отмеряем 50 сантиметров. Это наш вынос. И стыкуем данные метки. Вот так вот. Таким вот образом. Вот это расстояние между двумя лагами получается 59 сантиметров. 590 миллиметров. Дальше ставим угол. Берем саморезы конструкционные 5 на 50. В чем отличие конструкционного? В том, что вот у него витки сделаны таким образом, и вот эта часть, она очень удобна, когда начинаешь крутить, ее не наматывает на перчатку. И здесь идет у нас торкс 25 бита. Значит, ставим сначала, прикручиваем к самой лаге. У нас, естественно, все собьется, потому что нужно прижать ее непосредственно к стороне. Вот эти части саморезов у нас должны идти в разные волокна, то есть вот в эту точку нам нельзя закручивать, нам придется закручивать вот так. Закручиваем 4 самореза в разные точки. Даже вот этот здесь сюда, а здесь, соответственно, со смещением, чтобы не попасть. Смотрим, что вот линии дерева у нас идут вот так. То есть, соответственно, у нас нельзя крепить сюда и сюда на одной линии, потому что доска может треснуть. Тогда саморез вырвет. Вот она, значит, сместилась, мы опять возвращаем на свое положение, там, где у нас сделана метка. И фиксируем уголок вниз. Здесь у нас волокна идут вот так. То есть, соответственно, нам надо смещение сделать вовнутрь. Все, теперь идем на следующую сторону и крепим также угол, только в противоположной стороне. Так, следующим шагом, друзья, нам необходимо установить вот такой вот элемент. Назовем его ригель. Оп, сейчас я залезу. Опа. Для чего он необходим? Для того, что когда мы устанавливаем лаги, они могут двигаться.
И уголки, ну, такое натяжение не могут выдержать. То есть, соответственно, нужно усилить, укрепить, вот, поставить вдоль такой элемент. Данный элемент нужен для усиления конструкции в целом. То есть, чтобы, когда мы вот начинаем давать нагрузку на перекрытие, соответственно, у нас оно не болталось. Если вы, допустим, делаете еще второй этаж, либо мансарду, то есть планируется использовать как перекрытие второго этажа, то тогда необходимо ставить лаги 100 на 200, желательно, на таком длинном пролете. Данный пролет составляет 4200 миллиметров, то есть это 4,2 метра. То есть довольно-таки момент провисания очень большой. То есть он составляет, вот если я начинаю двигаться, около 5-7 миллиметров. Ну, то есть прогиб доски 50 на 150. Поэтому для тех, кто делает вторые этажи и делает перекрытие с такой тонкой доски, даже учитывая, что шаг будет 59, а то может быть и 40 сантиметров, этого недостаточно. То есть ставьте лаги потолще. Соответственно, мы сейчас, чтобы закрепить данную деталь, берем рулетку и отмеряем середину. Отмеряем середину. Середина, так как у нас вся длина доски 520 сантиметров, то есть мы отмеряем 260. То есть особая точность вот здесь не нужна. Дальше мы берем нашу доску, шуруповерт мощный, который позволит крутить саморезы 6 на 100. Ну, и наживляем саморез. Устанавливаем вровень наш элемент. Не всегда это удобно делать, не всегда это с руки, потому что вот там у нас 59 сантиметров, то есть элемент у нас тоже 59, то есть доску уже начало штырить. Поэтому мы крепим сначала с одной стороны. Дальше берем струбцину. Равняем часть. Дальше кияночкой подбиваем вот данную лагу, на которой мы сидим. Не боимся, главное, делать, никуда мы не упадем. То есть, конечно, опасно работать на более высокой высоте, от 10 и 15 метров выше. Вот она, доска прижимается. Дальше снимаем струбцину и фиксируем. Все, ригель установлен. Для того, чтобы сделать стропилы, друзья, нам необходимо 6-метровую доску распилить пополам и сделать из нее шаблон. По данному шаблону мы запилим все, сколько у нас получается, 14 на 2, 28 стропил. Каждую стропилину мы помечаем, то есть левая сторона у нас будет единичка, правая сторона у нас будет двойка. И когда мы распиливаем доску, нам необходимо сделать так, чтобы она была парой, то есть чтобы из нее получились две одинаковые по толщине и по ширине стропилины. Так, после того, как я приложил по месту стропилы и сделал отметки, у меня получились такие две детали. Я их сейчас буду выпиливать при помощи циркулярной пилы и допиливать при помощи сабельной пилы. Значит, приступим, друзья. Вот как оно у меня размечено, да.
Дальше это останутся у меня шаблоны. Я их буду накладывать на обычные доски. Ну и, соответственно, напилю сразу целых 28 штук. И буду постепенно их ставить. Как устанавливать, я, естественно, покажу. Все, шаблоны готовы. Практически. Так, друзья, имея данные две детали, мы теперь берем свежую доску, накладываем на нее данный шаблон, опять отчерчиваем те же самые линии и таким же образом напиливаем 28 штук. Следующим шагом отмеряем середину на лаге 150 на 50, кладем доску 50 на 100 и фиксируем ее на два самореза 6 на 100 насквозь, утапливая на 1 сантиметр. На имеющую доску 50 на 100 мы фиксируем стойки 50 на 100 при помощи уголков Рэмбо 90 на 90 на саморезы 5 на 50. Ну, естественно, на первую стойку мы ставим распорку и устанавливаем ее по уровню. Затем ставим доску 50 на 100 сверху и фиксируем саморезами 6 на 100. Вот таким вот образом. Далее из доски 100 на 50 фиксируем вот такие вот опоры. И можно устанавливать стропилы, которые у нас уже заготовлены внизу. Следующим шагом мы кладем две стропилины. Вот таким вот образом. Это у нас номер 1, это у нас номер 2. Как мы видим, вот на уголок фиксируем 90 на 90 на 4 с каждой стороны. И на пластину также аналогично, с каждой по 2. Проверяем уровень наших стоек, после чего фиксируем стропилину. Далее фиксируем нижнюю часть стропилины при помощи пластины и саморезов 5 на 50. Далее загоняем саморез 6 на 150 прям в ребро доски, в ребро нашей стропилины. Следующим шагом мы фиксируем горизонтальное усиление вплотную к доске 50 на 100. И все, в принципе. Стропильная система у нас собрана. Все у нас по геометрии получилось ровненько. Все замечательно. Следующим шагом мы фиксируем изоспан на стропилы при помощи такого пистолета. Щелк скобами. И ставим стартовую доску 25 на 100. Фиксируем на саморезы 5 на 50. И оставляем с запасом выносы в каждую сторону. Последующие доски 25 на 100 мы фиксируем не на саморезы, а на вот такие ершонные гвозди. Размером они 60 длиной, вернее 60 миллиметров. Вот она. Эта фирма в упаковках по 400 грамм. Но фирма может быть любая. И для этого нам потребуется обыкновенный молоток, который есть у каждого. Оставляем расстояние 10 сантиметров в ширину именно доски. И, соответственно, кладем ее вот так вот, чтобы у нас было расстояние равномерным.
Все довольно-таки просто. Вот таким образом выглядит этот гвоздик. У него такие ребра, которые позволяют, ну, сложно выбивать доску. То есть лучше как бы не делать ошибок и делать сразу все правильно. Там, где стык доски, где она стыкуется, да, на той стропильне, мы гвоздь забиваем немножко под градусом 25. 25-30 градусов. Бьем под углом 30 градусов. И еще важный момент. Не пытайтесь вымерять, тратить время по длине доски. Оставляйте выпуски больше, чем надо. Ну, плюс-минус там 15 сантиметров. Объясню дальше, почему это нужно делать, когда мы будем делать кровельный подшив. Ну, именно подшивать доску. Также 25 на 100 снизу. Ну, под определенную ширину. Итак, следующим шагом финишным мы последние две доски монтируем вплотную. Вот таким вот образом. Потому что когда мы будем крепить коньковый элемент, нам нужна вот эта площадка шириной 20 сантиметров. Все, обрешетка готова. Теперь будем заниматься подготовкой свесов. Подшиваем доску при помощи саморезов 3,5 на 40. Так фиксируем их отсюда. Не с нижней стороны, а с наружней. Для того, чтобы острые концы, выходящие из доски, не повредили нам потом кровельное покрытие. Фиксируем все, чтобы не падало, при помощи струбцины, и поджимаем плотно. Саморезы, кстати, вот такие используются. После того, как мы закрепили последнюю доску, мы карандашом размечаем общую линию и отпиливаем циркулярной пилой. Итак, выносы у нас готовы. Крыша полностью подготовлена к монтажу кровельного материала. Итак, друзья, как всегда, справа от вас кнопочка подписаться. Ставьте лайки, если вам понравилось данное видео. До новых встреч. Ждите следующую серию, 4-ю, как монтировать кровельное покрытие.